Всем привет-привет! Сегодня хочу предложить вам связать пуловер спицами в стиле гранж, то есть на нем художественно расположены отверстия, причем асимметрично. Эта асимметрия переходит и на спинку, сейчас я вам покажу. Пуловер я вязала в свободном стиле, это оверсайз, то есть достаточно широкий, при этом рукава узкие, идут практически по руке. Смотрится это очень красиво, женственно и нежно. Мне эта модель очень понравилась. Здесь я использовала интересный метод набора и закрытия петель, чтобы не стянуть вот эту свободу, легкость. То есть я набирала петли при помощи полой резинки и затем переходила в основное полотно при помощи такого кетлевочного шва, но эта кетлевочка ложная, выполняется очень просто. А рукава я уже вязала сверху вниз, то есть сразу же выполняла набор петель по краю переда и спинки и вязала рукавчик, он идет с убавлениями. И здесь я закрывала петельки точно так же, то есть набор и закрытие петель выполнены одним способом, выглядит одинаково. Здесь также имеется такой кетлевочный шов, он тоже ложный. Что касается кроя самого пуловера, он, как я уже сказала, свободный, то есть выкройка прямоугольник, нету никаких вырезов горловины, вырез просто прямой, как спереди, так и на спинке, он в форме лодочки, но при этом никуда не тянет, ни назад, ни вперед. Пуловер очень удобно сидит за счет того, что сама горловина, она широкая. И обработана горловина полым шнуром. Очень он хорошо смотрится на узорах из лицевой глади. И после того, как я уже пуловер постирала и отутюжила, узор перестает закручиваться, и горловина очень красиво лежит. То есть нет вот этого отворота изнаночной глади. Мне вот он не очень нравится в вязаных вещах. Затем самое сложное, если можно так назвать, что есть в крое этого пуловера, это плечевой скос. Для того, чтобы вот это место красиво легло и не морщило. Но плечевой скос выполняется очень просто, я все расскажу, так что у вас обязательно получится, даже если вы не достаточно опытны в вязании. Все делается очень просто, максимально. Но давайте я сейчас вам покажу ракурс более близкий, вы посмотрите все кетлевочки и как закрыта горловина, и приступим к вязанию. Кстати, для вязания многого вам нужно не будет. Это самое первое, нужно будет снять мерки, то есть нам нужен размер бедер. Я уже ориентировалась, потому что ширину самого пуловера от размера бедер. Или берите объем груди, если у вас объем груди больше, чем бедра. Ну и, конечно же, для того, чтобы рукав был необходимой ширины, мы измеряем обхват плеча и на него уже ориентируемся по ширине нашего рукава. И длину, конечно, самого пуловера вы выбираете абсолютно любую. Давайте приступим. Сейчас покажу вам более ближний ракурс. Вот посмотрите, обработка низа. Это полая резинка с ложной кетлевкой. Выглядит очень красиво, а выполняется просто. В этом видео мастер-классе я не буду показывать, как выполнять такую резинку с ложной кетлевкой, а в описании под видео у меня будет ссылочка, вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть подробный мастер-класс, как выполнить начало вязания вот таким способом, и при этом еще как завершить вязание таким тоже способом, потому что рукав я вязала сразу же от проймы и до низа. Горловину я обрабатывала полым шнуром. Тоже выглядит она очень красиво. Пуловер у меня вязан из хлопка, и поэтому после того, как я его выстирала и отутюжила, то такой полый шнур не закручивается, и лицевая гладь узора выглядит ровно. Теперь давайте приступим к расчетам. Для начала нужно снять мерки. Это обхват бедер, у меня он 92 сантиметра. Я добавляла еще 16 сантиметров для свободного облегания. И обхват плеча.
У меня он 24 сантиметра плюс 6 сантиметров на свободу облегания. Я затем обхват бедер делила пополам и получила, что у меня ширина переда и спинки будет 54 сантиметра. Из обхвата плеча я вычислила высоту проймы. У меня она получилась 15 сантиметров. Сам пуловер у меня длиной 45 сантиметров. Вырез горловины примерно 28-30 сантиметров и плечевой скос 7 сантиметров. Перед и спинка вяжется абсолютно одинаково. То есть мы не делаем никакую горловину. Она получается такая широкая горловина-лодочка. Дальше. Нам необходимо с вами определить плотность вязания. То есть для этого можно связать просто образец лицевой глади и посмотреть. У меня получается, что 2 петли это 0,8 сантиметра. То есть всего у меня ширина переда и спинки 54 сантиметра, поэтому я 54 умножаю на эти 2 петли и делю на 0,8 сантиметра. Получаю, что мне нужно примерно набрать 135 петель. Теперь мне нужно определиться с узором. Так как у нас узор двойной, то есть узор с крупными отверстиями и узор с мелкими отверстиями, то эти петли нужно правильно распределить. Смотрите, как я вязала перед. Я брала, что 40% это будет узор с мелкими отверстиями, да, то есть вот с этими, с такими. И 60% это крупные отверстия. И еще посмотрите, у нас есть между узорами вот такое вот расстояние. Вот здесь имеется. Я брала его как 4 петли. Плюс я еще делала дополнительные петли вдоль кромочных. Вот здесь я это записала. То есть у меня есть 2 дополнительные петли. Они идут вдоль кромочных с обоих сторон. Это 4 петли между узорами и 2 кромочные. То есть я от 135 отнимаю эти петли. В количестве всего 8 штук. У меня остается 127 петель. И так как я беру 40% узора мелкого, раппорт узора 20 петель. Посмотрите, я 127 умножаю на 40, получаю, что примерно 50 петель у меня должно уйти на мелкий узор. Раппорт узора 20 петель. И поэтому в эти 50 петель вмещается 2 раппорта плюс еще половинка. Всего 50 петель. Теперь с крупными отверстиями он составляет 60%. Я также 127 умножаю на 60, получаю 76 петель. И это раппорт узора 16 петель, то есть получается примерно 4 раппорта и еще половина, всего 72 петли. Складываю петли крупного и мелкого узора, получаю 122 петли и плюс петельки, которые у меня дополнительные, кромочные петли между узорами. Всего 130 петель идет наперед. Дальше рассчитываем спинку. На спинке у меня распределение узоров идет 30 на 70. Оно маленько другое, не такое же. Это нужно для того, чтобы именно вот этот вот шов между передом и спинкой совпадал. То есть не получилось, чтобы так у нас здесь вот отверстие со стороны переда и со стороны спинки тоже было бы вот в этом месте отверстие. То есть видите, узор как бы в шахматном порядке идет. Поэтому я брала 30 на 70. Также 127 петель умножаю на 30%. Получаю примерно 38 петель мелких отверстий. Но я беру, округляю, что у меня 2 раппорта идет всего 40 петель. И крупные отверстия я 127 умножаю на 70%, получаю 90 петель. Но беру 5 раппортов, половинку не добавляю. Это необходимо для того, что если вот здесь у меня, видите, не целое количество раппортов, 4,5, то здесь я должна обязательно взять целое количество раппортов. Иначе у меня вот этот вот шов будет выглядеть не очень красиво и узор не совпадет. Поэтому я беру только 5 раппортов, получается 80 петель. Складываю, добавляю наши дополнительные петли и кромочные, получаю, что спинка будет чуть уже на 128 петель. В итоге, да, изначально по расчету у меня нужно было 135, но я набрала чуть меньше. То есть это связано с тем, чтобы наши узоры красиво легли. Схемы по узору я оставлю в описании под видео. Вот здесь вот у меня схема для переда, вот здесь подписана. И вот схема для спинки.
Обратите внимание, видите, узоры как бы в зеркальном отражении. Вот это вот у меня крупные отверстия, вот их можно даже заметить. И вот здесь мелкие отверстия, это для спинки. А спереди наоборот, с этой стороны крупные отверстия, а вот здесь мелкие. Обозначения к узору также будут все по ссылочке в описании под видео. Вы можете посмотреть. Сейчас мы приступим к вязанию переда. То есть для этого мы набираем 130 петель. И на узор они у нас идут 50 петель мелкого узора, затем 4 петли между узорами и 72 петли крупного узора. И не забываем по краям оставить эти дополнительные пограничные петли, которые пойдут вдоль кромочных. Ну и соответственно сами кромочные. Всего 130 петель набираем. Набор петель я буду осуществлять при помощи двух вспомогательных нитей. Я их вот так на конце связала узелком. Спицы беру на 2 размера меньше, чем для вязания основного полотна. Набор петель произвожу обычным, самым классическим способом. И дальше буду вязать полой резинкой примерно 2,5 сантиметра. Девочки, как переходить на полую резинку после дополнительных нитей? На моем канале уже есть видео мастер-класс. Я вам оставлю ссылочку в описании, вы посмотрите. То есть сейчас я дополнительными нитями набираю 130 петель, как я рассчитала, и вяжу примерно 2,5 сантиметра полой резинкой. Я уже закончила набор петель, если можно так выразиться в этом случае. У меня осталось вновь 130 петель. Я в последнем ряду петельки провязывала парами с образованием ложного кетлевочного шва. Убрала также бросовую дополнительную нить снизу. Девочки, как все это делается, в видео мастер-классе подобно разобрано. Ссылочка на него будет в описании к видео. Сейчас мы провязываем один ряд изнаночными. То есть у нас идет сейчас изнаночный ряд. Я провязываю его полностью изнаночными петельками. И затем уже приступаем к распределению петель для вязания узора. Я уже выполнила изнаночный ряд и разделила все петельки маркерами. Вот с этой стороны, с левой, у меня петли для узора с крупными отверстиями. Справа для узора с мелкими отверстиями. А в центре, ну точнее не совсем в центре, между узорами 4 петли лицевой глади. Начинать я буду с мелкого узора. Приступаем к вязанию узора с мелкими отверстиями. Кромочную я снимаю. Затем вяжу одну лицевую. Это наши дополнительные петли, которые находятся по краям. И в начале, и в конце. И дальше уже приступаю к вязанию узора. Выполняю 5 лицевых. Затем накид. И следующие 2 петельки нужно провязать вместе с наклоном направо. Так как я вяжу петельками бабушкиными, мне петельки придется таким образом поменять местами. И затем я их провязываю. Дальше вяжем 8 лицевых. И опять выполняем накид и 2 вместе. Таким образом мы вяжем до маркера, чередуя 8 лицевых, накид, 2 вместе. Я провязала уже ряд практически до конца. Вот у меня последнее отверстие. И остается еще 3 лицевых петельки у мелкого узора. То есть я довязываю эти 3 лицевые, вяжем еще 4 лицевых между маркерами и затем приступаем к вязанию крупного узора.
Приступаем к узору с крупными отверстиями. Выполняем 3 лицевые. Следующие 2 петли просто закрываем, провязав их 2 вместе лицевой. 1 петля закрыта и вторую закрываем. Затем провязываем 13 лицевых. И вновь закрываем 2 петельки. И таким образом мы вяжем весь ряд до конца. 13 лицевых, 2 закрыли. И заканчиваем ряд мы так. Посмотрите, я закрыла 2 петли, вяжу еще 2 лицевые. И у меня остается 1 петля, которая у нас набрана. 1 в начале, 1 в конце ряда, я ее провязываю лицевой. И кромочная петля. Дальше разворачиваемся. В изнаночном ряду все петли будем провязывать изнаночными. В мелком дырчатом узоре просто все вяжем изнаночными, включая накиды. А в крупном дырчатом узоре вот сейчас я вам покажу. Кромочную я снимаю, вяжу 1 петлю изнаночную, это наша петля пограничная. Затем я выполняю 1 изнаночную. Это уже начинается сам узор. Следующие 2 петельки я провязываю вместе изнаночной за задние стенки. Затем в этом месте мы петли с вами закрывали. Здесь выполняем 3 накида. Следующие 2 петли вяжу вместе изнаночной за передние стенки. Вот таким образом получается. И вот по лицевой стороне. Дальше вяжем изнаночными до следующего отверстия. Провязала я до следующего отверстия всего 10 изнаночных. И вновь следующие 2 петельки провязываем 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. То есть начинаем повторять узор. Над закрытыми петельками 3 накида. Затем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку. И таким образом вяжем весь крупный узор. Я провязала 2 вместе изнаночную, и у меня остается от крупного узора последняя изнаночная петля. Дальше у меня уже это идут петли между узорами и мелкий узор. Мелкий узор весь вяжем изнаночными петлями, как я уже сказала. В том числе и накиды тоже вяжем изнаночными. Я выполнила изнаночный ряд. Дальше приступаем к вязанию лицевого ряда. И узор с мелкими отверстиями просто весь провязываем лицевыми петельками. Я уже дошла до узора с крупными отверстиями. И теперь 2 вот эти петли вяжем 2 вместе лицевой с наклоном направо. Я петельки поверну, так как я вяжу петлями бабушкиными, чтобы у меня петли при провязывании не перекрутились.
Затем, выполняя 3 накида, 3 накида, которые мы сделали в предыдущем ряду, просто спускаем. И следующие 2 петельки опять вяжем 2 вместе лицевой с наклоном налево. Затем вяжем 8 лицевых до следующего отверстия. И начинаем повторять. То есть опять 2 вместе лицевой, наклон вправо. Я петли поворачиваю. Три накида. Накиды предыдущие спускаю. 2 вместе с наклоном налево. Таким образом вяжем весь ряд до конца. И в конце ряда остается одна петелька лицевая, это наша пограничная петля, и кромочная. Разворачиваем вязание. Узор с мелкими отверстиями будем опять же вязать весь просто изнаночными петельками. А узор с крупными отверстиями вяжем следующим образом. Сейчас мы вяжем все петли изнаночными до накидов. Накиды опять же сбрасываем. И теперь мы из этих накидов должны будем вывязать 6 петель. Вяжем поочередно. Посмотрите, я ввожу спицу под оба накида. Раз, захватила петлю. Теперь с другой стороны завожу спицу. Выполняю вторую петлю. Опять с этой стороны третья петля. С другой стороны четвертая. Пятая. И шестая. То есть мы как бы поочередно связали лицевая, изнаночная. Всего 6 петель. И дальше опять продолжаю вязать изнаночными петельками до следующих накидов. То есть из накидов мы выполняем 6 петель. И у нас остается в итоге в полотне вот такое большое отверстие. Вяжем таким образом весь ряд до конца. Я уже закончила вязание ряда. Вот что у меня получилось. 5 крупных отверстий и 5 отверстий мелких. Дальше мы будем вязать опять несколько рядов, благодаря которым получится отверстие. Только отверстия будут смещены на пол раппорта, то есть в том месте, вот где расстояние между отверстиями, будет новое отверстие. То есть все сдвинется на пол раппорта, причем именно в левую сторону. Таким образом, что количество отверстий маленьких у меня будет увеличиваться постоянно, вот так, будет образовываться вот такая диагональ, а количество крупных отверстий будет постоянно уменьшаться и будет образовываться тоже диагональ, которая уходит влево. Таким образом узор один будет нарастать, а другой уменьшаться. Приступим к вязанию. Приступаем к вязанию узора с мелким отверстием. Кромочную мы снимаем. Вяжем нашу одну пограничную петельку лицевой и сразу же приступаем к выполнению отверстия, то есть оно сдвигается. Выполняю накид и 2 вместе лицевой. Также меняю петельки местами, чтобы наклон был красивый. И продолжаю вязать отверстия также через 8 лицевых. И вновь выполняю отверстие. Посмотрите, вот я сделала последний накид, и сейчас 2 вместе мне придется занять вот у этой четверки петель. В принципе, эти маркеры мы можем уже убрать. Дальше мы уже и так будем видеть,
где у нас идет какой узор. Посмотрите, отверстия начинают образовывать диагональ. Вот у нас уже есть первое отверстие, и следующее отверстие, видите, идет на диагональ. То есть узор будет таким образом нарастать по диагонали. Диагональ должна образовываться четко. Дальше мы вяжем весь ряд лицевыми. Сейчас покажу, как будем вязать вот эти вновь набранные петли еще. Маркер также убираем. Вот я дошла до этих вновь набранных петель, и их вяжем следующим образом. Посмотрите, вот первая петля, я ее вяжу за заднюю стенку. Петля при провязывании не должна перекрутиться. Следующая петля, чтобы не перекрутилась при провязывании, я ее вяжу наоборот за переднюю стенку. Таким образом чередую за заднюю стенку, за переднюю. И таким образом довязываем весь ряд до конца лицевыми петлями. Я закончила ряд. И изнаночный ряд я весь просто провязываю изнаночными петлями. Изнаночный ряд готов. Приступаем к вязанию лицевого ряда. И мелкий дырчатый узор вяжем просто весь лицевыми петлями. Посмотрите, я провязала весь мелкий узор с мелкими отверстиями. Теперь будем вывязывать крупные отверстия. И первое отверстие мы будем вязать вот в этом пространстве. Посмотрите, как мы рассчитываем положение отверстия. Вот видите, где мы вязали вот эти вот петельки, две вместе, вот идет вот эта косичка. Вот от нее отсчитываем 1, 2, 3 петельки, и вот отсюда будем начинать закрывать. То есть мне сейчас нужно провязать 14 петель лицевыми. И я буду выполнять опять же отверстия крупные, то есть 2 петли закрываем, 13 провязываем. Выполняю 14 лицевых. Вот они, 14 лицевых готовы. И дальше мы начинаем уже выполнять крупные отверстия. То есть 2 петельки закрываем, провязав их 2 вместе лицевой. То есть так, как мы уже с вами и делали. И дальше 13 лицевых. Посмотрите, и до конца ряда у меня остается 10 лицевых, 1 пограничная петелька и кромочная. Провязываем все лицевыми петлями. Я уже закончила вязание этого ряда. Девочки, и таким образом мы выполняем эти отверстия точно так же, как вязали вот в этом вот самом первом ряду из отверстий. И постоянно у нас каждый последующий ряд отверстий будет сдвинут относительно предыдущего на пол раппорта. И при этом еще у нас крупный дырчатый узор будет уходить постепенно на нет. То есть мы сдвигаемся всегда влево. У нас получается мелкий дырчатый узор нарастать будет по диагонали, а крупный уменьшаться по диагонали. Девочки, тоже, как вы уже заметили, между крупными отверстиями у нас идет 2 ряда из лицевой глади, между мелкими отверстиями идет 3 ряда лицевой глади. Подробная ссылочка на схему узора вы можете найти в описании под видео и посмотреть, если где-то вы не поняли, сколько лицевых вязать между отверстиями. И таким образом мы сейчас с вами вяжем до того момента, пока у нас крупный дырчатый узор не сойдет на нет. Посмотрите, у меня уже узор с крупными отверстиями сошел на нет. То есть вот здесь я связала уже последнее одно отверстие.
Вот образуются вот эти диагональные линии с уходом налево, как я и говорила, из крупного узора и из мелкого. И дальше я уже буду продолжать вязание только мелким узором, также постепенно прибавляя раппорты узора. То есть вот эта линия диагональная должна будет сохраниться. У меня уже постепенно заполнилось все полотно мелким узором. То есть посмотрите, вот она идет, эта линия на диагональ. И последнее отверстие в самом конце ряда. Вот видите, я провязала 2 вместе, и у меня осталась только кромочная петля. Дальше мы вяжем только мелким узором до начала вывязывания плечевого скоса. Я уже провязала до начала вывязывания плечевого скоса. Посмотрите, я разделила все наши петли пополам. И теперь размечу вырез горловины. То есть от этого центра я отмеряю примерно 14-15 сантиметров в одну сторону и 14-15 сантиметров в другую сторону. Вот я взяла по 14 и повешала маркер красный. Это у меня горловина всего 58 петель. А оставшиеся петельки, у меня их 36, это остается на одно плечо. И также 36 петель на второе плечо. Дальше мы берем наш сантиметр. И так как плечевой скос у нас будет выполняться на протяжении 7 сантиметров, я просто прикладываю и считаю, сколько в 7 сантиметрах у меня рядов. У меня получилось 18 примерно рядов. Убавления на плечевом скосе будут выполняться через ряд, поэтому эти 18 рядов я делю пополам, получаю 9. То есть убавление мне нужно выполнить 9 раз за наш плечевой скос. На плечевой скос у меня ушло 36 петель. То есть я 36 делю на 9, получаю, что через каждые 4 петли я буду выполнять убавление. Вязать плечевой скос я буду укороченными рядами, то есть закрывать петельки не буду. Получается, что каждый ряд у меня будет короче предыдущего на 4 петли. Посмотрите, укороченный ряд выполняется очень просто. Вот я сейчас до конца ряда просто не довязала 4 петельки. Кромочные тоже идут в счет. И дальше я уже приступаю к разворачиванию нашего полотна и буду вязать лицевой ряд. Но прежде чем приступать к вязанию следующего ряда, я выполняю на правую спицу накид и начинаю сразу же вязание ряда по узору. В этом ряду у меня отверстия не вяжутся, весь ряд идет просто лицевыми петельками. И также до конца этого ряда мы не довяжем 4 петельки. Я также не довязала до конца ряда 4 петли и разворачиваю вязание. Выполняю накид на правую спицу и приступаю сразу же к вязанию изнаночного ряда. Он весь состоит у меня из изнаночных петель. И теперь мы будем каждый ряд не довязывать на 4 петли. Посмотрите, мы сейчас будем вязать этот ряд, не довязав 4 петельки. Вот видите, эти 4 петельки мы уже отступили. Они тут хорошо разделяются благодаря накиду. Вот он накид маленький. И мы вот от этого накида отсчитываем 4 петельки. И ряд будем вязать вот до этого места. Я опять же не довязала ряд на 4 петельки. Посмотрите, их очень хорошо видно. Вот он накид, который мы делали, и вот эти 4 петли не довязанные. Вот эти накиды, которые мы выполняем, мы их будем потом убирать. Они у нас при подсчете петель участвовать не будут. Будем их провязывать вместе с петлей. И таким образом мы постоянно вяжем нашими укороченными рядами. То есть каждый ряд будет короче предыдущего на 4 петли, пока мы не дойдем до петель горловины.
Сейчас я вновь разворачиваю вязание, выполняя накид на спицу и опять же не довязываю ряд на 4 петли. Я уже выполнила плечевые скосы. Я дошла до петель горловины. Посмотрите, вот такой скос получился. Узор я также соблюдала. Получилось у меня 9 блоков по 4 петельки. И накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в точности также и на втором плече. Дальше мы приступаем к закрытию петель горловины. То есть маркер можно уже убрать. Я также выполняю накид и начинаю закрывать петельки полым шнуром. Для этого мне нужно сделать 2 дополнительных петли на левую спицу. Выполняю их петельками. Более подробный видео-мастер-класс по такому набору уже есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании к видео. Выполнили 2 петли дополнительных. И начинаем их вязать лицевой именно за передние стеночки. И следующие 2 петли провязываю вместе за задние стенки. И все 3 петли возвращаю обратно. Опять вяжу 2 петли лицевой за передние стенки. Затем 2 петли вместе лицевой за задние стенки. И таким образом закрываю все петли. Я уже закрыла все петли горловины. До нашего маркера как раз дошла. На спице у меня вот еще есть 3 петли от самого шнура. Выглядит очень красиво, аккуратно. Дальше мы сейчас будем избавляться от наших накидов, которые мы выполняли, когда делали плечевой скос. Берем рабочую нить и начинаем вязать. Провязываем сначала петли полого шнура. Маркер уже убираем, он нам больше не нужен. И вяжем до первого накида. Лицевыми петельками провязываем. Посмотрите, вот он первый накид. Вот здесь отверстие образуется до следующей петли. И мы сейчас накид и петлю должны провязать вместе, чтобы избавиться от этого отверстия. Посмотрите, накид при этом должен провязаться скрещенным, а петля вот эта должна быть впереди накида. То есть мне нужно поменять местами накид и петлю. Посмотрите, как надет накид. Сверху надеваем петлю и вяжем их 2 вместе за заднюю стенку. При этом накид, посмотрите, вот он уже получился скрещенным. Таким образом провязываем. Вяжем еще петельки до следующего накида. И опять точно так же меняем петлю с накидом местами. И провязываем 2 вместе. Накид при этом получается скрещенным. Так выполняем весь плечевой скос до конца. Видите, как выравнивается сразу же край. По сравнению вот с этим. Видите, отверстия какие от накидов у нас идут. Теперь также избавимся от накидов и на втором плечевом скосе. В нем будем вязать ряд изнаночный, то есть накид и петлю будем провязывать 2 вместе изнаночной. У нас ряд начинается с накида,
Посмотрите, я вот эту петельку вот таким образом поверну, чтобы вязать ее изнаночной за заднюю стенку. Возвращаю на место накид и подхватываю за заднюю стенку. Посмотрите, накид у меня при этом должен быть перекрещенным. Видите, ниточки перекрещиваются у накида. И протаскиваем туда рабочую нить. Спускаем обе петли. Вяжем сейчас изнаночными до следующего накида. Опять же, петельку поворачиваем. Накид тоже нужно повернуть, чтобы он был перекрученный. И вяжем изнаночной за заднюю стенку. Дальше просто изнаночные идут. И таким образом выполняем весь ряд до конца. Все накиды перекручиваем обязательно. Я выполнила уже ряд до конца. И вот так вот тоже аккуратно выглядит наш плечевой скос ровным и красивым. На этом перед готов. Теперь мы приступаем к вязанию спинки и вяжем спинку в точности также, но с зеркальным отображением узоров. То есть если мы перед начинали вязать ряд с узора с мелкими отверстиями, то спинку начинаем вязать ряд с узором с крупными отверстиями. И посмотрите еще раз, обращаю внимание на закономерность, чтобы у нас красиво потом смотрелся шов. Вот спереди мы закончили первый ряд большим отверстием, то тогда на спинке мы должны начинать первый ряд не с отверстия, а вот с места, где отверстия нет. Видите, чтобы узор потом хорошо совпадал. Вот напереди у нас дальше нет отверстия в следующем, да, в раппорте, а здесь наоборот есть отверстие, то есть узор наш совпадает. После того, как перед и спинка готовы, мы выполняем плечевой шов. Делаем его трикотажным швом петля в петлю. Как выполняется такой шов, на моем канале уже есть подробный мастер-класс. Ссылку я оставлю в описании. Я уже выполнила практически весь плечевой шов. У меня остались только петли полого шнура. И смотрите, полый шнур мы также будем сшивать. У меня идет ниточка из последней петельки. Вот рядом с полым шнуром эта петля. Я ввожу иголку в последнюю петлю второго плеча. И посмотрите, и подхватываю вот так вот петельку за обе стенки полого шнура. Возвращаясь ко второму полотну, там, как обычно, по трикотажному шву идем. Возвращаемся к нашему шнуру, подхватываем вторую петлю, также за обе стеночки. Возвращаемся ко второму полотну, там идем, как обычно, по трикотажному шву. И сейчас у меня на полом шнуре осталась последняя петелька, она уже подвернулась на изнаночную сторону. Мы ее также подхватываем за обе стенки.
И ко второму полотну возвращаемся в петлю, в одну сверху, во вторую снизу. На левой стороне мы уже с вами закрепляем ниточку, а по правой стороне наш шов выглядит вот таким образом. В точности также выполняем и второй плечевой шов. Приступаем к вязанию рукавов. Для этого мы отмечаем маркером наш плечевой шов и от него откладываем в сторону в одну и в другую высоту проймы. У меня 15 сантиметров. Я повешала 2 маркера. Это и будет ширина нашего рукава. Теперь мы будем производить набор петель по краю. Но сначала мы пройдемся по наборному краю для рукава соединительными столбиками при помощи крючка. Я ввожу крючок под кромочную петлю, подхватываю рабочую нить, выдергиваю петелькой. Теперь ввожу крючок под следующую кромочную петлю и начинаю выполнять соединительные столбики. Таким образом вяжу соединительный столбик в каждую кромочную петлю. Соединительные столбики сильно не затягивайте, чтобы не стянуть само вязаное полотно. Эта дорожка из соединительных столбиков поможет нам сделать стык рукава и спинки и переда более красивым и аккуратным. Я уже оформила край соединительными столбиками. Последнюю петельку уже вдела спицу, и теперь мы будем набирать петли по краю. При этом из каждого соединительного столбика мы сначала будем набирать одну петлю, а из второго 2. 1-2, то есть чередовать. Сейчас я ввожу крючок в соединительный столбик, подхватываю причем верхнюю дужку соединительного столбика и кромочную петлю. И вытаскиваю рабочую нить. Из этого столбика я буду набирать 2 петельки. Вторую петлю набираю, вот посмотрите, вот здесь вот есть ниточки внутри петельки, то есть внутрь ниток я ввожу спицу и вытягиваю еще одну петельку. Из следующего соединительного столбика набираю 1 петлю. Затем опять буду набирать 2. Вот таким образом мы и производим набор. Я набрала уже петли, получилось у меня всего 58 петель. И теперь мы вяжем просто лицевой гладью на высоту примерно чуть ниже локтевого сгиба, а дальше будем формировать убавление. У меня уже мой рукав стал чуть ниже локтевого сгиба, и всего я провязала 20 сантиметров. Теперь буду формировать убавление на рукаве. Убавление вязать буду самым обычным способом, провязывая 2 петельки вместе лицевой. То есть кромочную мы снимаем, вяжу 1 лицевую и следующие 2 петли вяжу 2 вместе лицевой с наклоном налево. Дальше вяжу все петельки лицевыми, пока на спице не останется последние 4 петли. Я уже провязала ряд практически до конца. Осталось у меня 4 петельки. И теперь выполняю убавление. Только убавление буду вязать с наклоном вправо. Я петельки поверну, чтобы при провязывании убавления они не были перекрученными. И провяжу их за передние стенки 2 вместе.
И дальше остается лицевая и кромочная. И такие убавления я буду вязать через каждые 2 сантиметра или через каждые 5 рядов. Всего я планирую провязать 7 таких убавлений. Я уже выполнила 7 убавлений. Всего на спицах у меня осталось 44 петли и общая длина рукава 37 сантиметров. Теперь я буду формировать манжет. Точно такой же, который мы формировали по низу нашей кофточки. С таким же кетлевочным швом. Как выполняется такое завершение вязания, такие манжеты, на моем канале есть видео, ссылочку я вам оставлю в описании. Подробно рассказывать не буду. И также берем спицы на 2 размера меньше. И сейчас будем формировать сначала полую резинку и кетлевочный шов, а потом закроем петельки. Я уже оформила край рукава манжетом. Вот так он выглядит. Очень аккуратно. Теперь мы в точности также вяжем и второй рукав. Когда оба рукава готовы, то мы выполняем боковой шов и шов на рукаве. При помощи матрасного шва он выглядит очень аккуратным и незаметным. Как выполняется такой шов, на моем канале есть подробный видео мастер-класс. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Я уже выполнила все швы, боковой тоже. Наш узор хорошо состыковался. Матрасный шов не заметен по лицевой стороне. Я пуловер постирала, отутюжила, при этом горловина перестает закручиваться и выглядит ровной. На этом у меня все. Если вам понравился данный пуловер, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии, задавайте в них вопросы. На этом у меня все. Всем пока-пока.